Иван Александрович Ильин. Шум. Природа никогда не создает шума. Она учит человека величию в тишине. Молчит солнце, беззвучно разворачивается перед нами звездное небо. Мало и редко слышим мы что-либо из сердцевины земли. Милостиво и блаженно покоятся царственные горы. Даже море способно к глубокой тишине. Самое великое в природе, что определяет и решает как таковую нашу судьбу, происходит бесшумно. А человек шумит. Он шумит с позаранку и допоздна, преднамеренно и непреднамеренно, работая и развлекаясь. И этот шум никак не соотносится с достигаемым благодаря ему результатом. Так и хочется сказать, что шум составляет привилегию человека в мире, потому что все, что природа дает нашему слуху, это таинственный и многозначительный звук, а не назойливый и пустой шум. Пораженные и захваченные стоим мы, когда свой голос поднимает гром, вулкан или ураган, и внимаем этому голосу, который вознамерился сказать вам нечто величественное. Рокот Рейнского водопада или моря, обвалы горной лавины, шепот леса, журчание ручья, пение соловья мы слышим не как шум, а как речь или песню родственных нам, но таинственных сил. Грохот трамваев, треск и шипение фабрик, рев мотоциклов, визг тормозящих автомобилей, хлопанье кнута, отбивание косы, резкие звуки мусорных машин и, ах, так часто, рев радио. Это шум докучливый шум, связанный с определенными явлениями, но так ничтожно мало значащий в духовном смысле. Шум присутствует везде, где звук безотносительно мало значит или вовсе ничего не значит, где громыхание, свистение, жужжание, гудение, рев, проникая в человека, мало что дают ему. Шум дерзкий и разочаровывающий, кичливый и пустой, самоуверенный и поверхностный, беспощадный и лживый. Можно привыкнуть к шуму, но никогда нельзя им наслаждаться. Он не таит в себе ничего духовного. Он свободен от всякого третьего духовного измерения. Он говорит, не имея что сказать. Поэтому всякое плохое искусство, всякая глупая речь, всякая пустая книга – шум. При этом шум возникает из духовного ничто и растворяется в духовном ничто. Он выманивает человека из его духовного убежища, из его сосредоточенности, вызывает его оттуда, раздражает, связывает, так что он живет уже не духовной, а исключительно внешней жизнью. Говоря языком современной психологии, он прививает человеку экстравертную установку, ничем не возмещая ему это. Примерно так. «Приветствую тебя, человек! Послушай-ка, погоди! А, впрочем, мне нечего тебе сказать!» И снова, и снова. И бедный человек подвергается нападкам и даже не может отразить нападающего. «Если тебе нечего сказать, оставь меня в покое». И чем больше человек захвачен шумом, тем привычнее для его души внимание к чисто внешнему, он предается внешнему. Благодаря шуму внешний мир делается значимым. Он оглушает человека, поглощает его, он превращает его в материалиста, поскольку материалист – это именно тот, кто фиксируется на внешней материи и считает ее единственной реальностью. Шум, так сказать, ослепляет человеческое ухо, его слух, его восприятие. Человек становится духовно тугоух и духовно глух. Шум перекрывает все. Во внешнем – пение мира, откровение природы, вдохновение от космического безмолвия. Во внутреннем – возникновение слова, рождение мелодии, отдохновение души, покой разума, тихий голос говорящего в нас Бога. Потому что воистину, где нет тишины, там нет покоя. Где шумит ничтожное, там смолкает вечное. Где суетится черт, там не услышишь пения ангелов.
сад Божий цветет в тишине. Рабка также и муза, как легко спугнуть ее шумом. Нежна ее сущность, голос ее нежен, а шум — дерзкий парень. Ничего не знает этот грубиян о таинственной изначальной мелодии, которая поднимается из колодца души, иногда вопрошая, иногда взывая, иногда вздыхая. Он амузыкален и антимузыкален. Он вытесняет изначальную мелодию земной жизни и земной музыки. И наше шумное время уже зашло так далеко, что только титанически одаренные музыканты в состоянии воспринимать эту божественную изначальную мелодию. От этого бедствия я не знаю утешения. Есть только одно — побороть шум.